Всем привет и добро пожаловать в мой новый выпуск, который посвящен новой крутой NFT игре Criminal Duck. Да, знаю, многие скажут, ну сколько уже можно публиковать все эти NFT игры? На что я с радостью отвечу, сколько нужно, столько и буду это делать, так как пройти мимо новой и классной игры я не могу. Тем более, что в ней есть свои крутые особенности, о которых я сейчас вам и расскажу. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео и не забывайте подписываться на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Итак, что же такое Criminal Duck? Criminal Duck – это новая уникальная NFT игра, основанная на мафии, которая позволяет вам играть и зарабатывать, используя для этого криминальные утки, которые в свою очередь всерьез намерены произвести революцию во всей игровой вселенной NFT. То есть экономическая система игры нацелена на хорошее распределение токенов для каждого игрока, дополняя все это еще и другими триггерами сжигания, обеспечивая тем самым еще больше ценность токена, который, кстати, создан на базе Binance Smart Chain, что обеспечивает не только максимальную скорость всех производимых с токеном транзакций, но и минимальные комиссии за газ, которые и вовсе исчезают во внутреннем рынке игры. Что, согласитесь, уже звучит крайне здорово. Но не будем на этом зацикливаться и перейдем уже наконец-то к самой концепции игры, которая всецело намерена вас погрузить в самые величайшие извращенные приключения по мегаполису ДК-Сити, который кишит не только гангстерами, червями, но и прочими преступниками самого худшего рода, где у вас есть шанс создать свою банду преступников, получая при этом награды за выполнение незаконных операций, которые включают в себя как мелкие, так и крупные преступления, где за выполнение каждого отдельного задания вы будете расти в рейтинге, получая с каждым последующим уровнем еще больше силы и преимуществ от своей криминальной утки. Выражаясь простыми словами, ваша миссия в игре заключается не только в том, чтобы выживать после каждого задания, но и побеждать всех ее участников в городе хаоса, обреченного на свои прегрешения. Но, как вы понимаете, не только преступниками ДК-Сити един. Также вы имеете полное право выбрать сторону добра, создав тем самым свою команду полицейских, бизнесменов и политиков, бросив тем самым все свои силы на защиту города от преступности. В любом случае, выбор всегда остается за вами – выбрать в качестве своей игровой стратегии сторону зла или же добра. Что же касается самих уток, то представляют они собой лимитированное количество NFT, равное всего лишь 30 тысячам уток, каждая из которых наделена своим уровнем редкости. Как видите, всего уровней будет 4, а именно бронза, серебро, золото и алмаз. Таким образом, каждый из этих уровней будет предоставлять дополнительные бонусы к уже имеющимся характеристикам вашей утки. Все это хорошо, быть может, подумаете вы. Но какие помимо всего этого существуют процессы игры? И вот тут-то я предлагаю нам взглянуть в специальный раздел, доступный от Criminal Duck White Paper, где мы увидим, что помимо ежедневных миссий, где вы правильно распределяете свои силы команды, имеете шанс успешно выполнить задание и получить за него соответствующее вознаграждение. Вы можете участвовать еще и в режиме фермы. Стоит отметить, что каждая криминальная утка может участвовать в данном режиме, однако дневной доход от нее будет зависеть от того, на каком уровне редкости она сейчас находится. То есть чем реже персонаж, тем больше дохода он по итогу даст, что, собственно, весьма логично. Дополняет же все это еще и режим PvP, где вы сможете уже сражаться с группами соперников, получая взамен награды. Казалось бы, все понятно, но в данном режиме есть один очень важный нюанс. Если одна из ваших уток будет ранена, то на какой-то период времени она выпадет из боевого строя вашей команды, а именно до момента ее полного восстановления. Поэтому я лишний раз убеждаюсь в том, что Criminal Duck – это не просто NFT-игра, это самая настоящая стратегия, где вам важно оценить все свои силы и возможности и грамотно выбирать впоследствии для себя не только ежедневные задания, но и соперника для более крупного сражения. Кстати, помимо всего прочего, в рамках Criminal Duck будет доступна еще и лотерея, призовой фонд которой будет формироваться из доходов рынка. Поэтому у всех игроков будет шанс купить себе билет и попытать удачу сорвать большой ежедневный приз. Плюс в игре будут доступны для покупки еще и земли, на территории которой вы сможете организовать для своей команды штаб-квартиру. Отмечу, что в дополнение к общей штаб-квартире будет предложено еще и ограниченное число штаб-квартир, которые смогут принимать не только повышенное число участников,
но и предлагать дополнительные бонусы для определенных классов уток, что, как по мне, также звучит все крайне интересно. Но, как вы понимаете, помимо уток, как и в любой другой NFT-игре, вас будет ждать еще и целый ряд других игровых элементов, которые позволят вашей команде легче выполнять свои миссии. Так как среди всех этих предметов будут, конечно же, и оружие, и транспортные средства, различные электронные устройства и многие другие не менее важные предметы, познакомиться с которыми поближе мы сможем уже совсем скоро, так как уже в конце этого года мы увидим релиз этой игры. А пока у вас есть отличный шанс принять участие в публичной продаже токена Criminal Duck, которая стартует с 16 ноября текущего 2021 года. Поэтому, чтобы не пропустить мимо себя данное событие, обязательно подписывайтесь на все официальные социальные ресурсы проекта, чтобы одним из первых узнать все самые свежие новости и обновления по Criminal Duck, так как адрес контракта будет опубликован непосредственно в сам день листинга. Единственное, что сейчас известно, так это то, что начальная цена на момент листинга составит за один токен 50 центов, с максимальным запасом всего лишь в 1 миллион токенов. И да, если внимательно взглянуть на распределение токенов, то на публичные продажи выделено всего лишь 10%, в тот момент как на вознаграждение за фарминг составит аж 70% от общего количества всех токенов. Таким образом, лишний раз убеждаюсь в том, что Criminal Duck заточен на то, чтобы вы реально играли и зарабатывали, и не теряли свое время впустую. Что ж, с этим, я думаю, понятно. А сейчас предлагаю вам взглянуть на мой приобретенный набор, состоящий из 3 уток, 2 из которых еще находятся на стадии яйца. Кстати, если навести на вопросительный знак в углу карточки яйца, то мы увидим, каков процент вероятности вылупления из этого яйца утки того или иного уровня. Так что, скрестив пальцы, нажимаю Claim и жду, когда яйцо трансформируется. Повторяем операцию и переходим в раздел «Инвестиции», где видим, что в мою коллекцию попались бронзового уровня бизнесмен, хакер и юрист. Нажав на утку, мы увидим все ее текущие характеристики, а также, как я понимаю, доход, который способна принести утка за 72 часа нахождения ее в разделе «Ферма». И как бы печально это ни звучало, самые сильные скины все же у криминальной утки хакера. Но я искренне надеюсь на то, что в игре Criminal Duck все же равноценно распределены силы добра и зла, поэтому победа тех или иных команд будет зависеть уже от их мастерства и выбранной стратегии. В любом случае, игра Criminal Duck всерьез привлекла мое внимание, и надеюсь, после просмотра этого ролика ваше тоже. Если это так, то напишите об этом в комментариях. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора, который будет посвящен комплексно-образовательной, социально и информативной платформе NewsCrypto.